Земля замерла в радостном ожидании. Они, те, кого ждали так долго, они летели к нам. Несколько лет назад с ними был установлен контакт, и теперь мы знали о них все. Они были удивительно схожи с нами внешне. Да, некоторые признаки. Цвет кожи, количество пальцев или еще что-то столь же незначительное несколько разнились с нашими. Но ведь и между земными расами есть разница. И вот они уже в Солнечной системе. Их корабль вошел в пределы орбиты Нептуна. Они были похожи на нас, но они были иными. К примеру, в их истории не было войн. Конфликты были, но все решалось мирно. Так что, по нашим меркам, это и не конфликты никакие. В их цивилизации, похоже, никогда не было серьезных противоречий. Они были добры, и вот теперь несли добро нам. Они обещали технологии, обещали помочь, обещали обучение, обещали даром. Им ничего от нас не было нужно. Да, похоже, и дать нам им было попросту нечего. И вот уже назначено было место посадки. Президенты, диктаторы, императоры уже паковали чемоданы, собираясь выехать к месту встречи. Корреспонденты готовили аппаратуру, многочисленные волонтеры разворачивали плакаты и вытаптывали приветствия в снегу на разных языках. Земля ждала их явления, и при этом параллельно шла обычная жизнь. Люди болели и лечились, выращивали урожай и готовили пищу, варили сталь и изготавливали танки, надеясь, что добрые наши гости научат нас без них обходиться. И, конечно же, веселились. Наши гости изучали нашу культуру и историю, языки и технологии. Все это транслировалось по каналу связи, который они открыли еще до своего намерения посетить нас. Как работала эта технология, понимали немногие, и то лишь в принципе. Создать что-то подобное самостоятельно жителям Земли было невозможно. Увы, все закончилось не начавшись. Контакт не произошел, канал связи отключился и никогда больше не включался. Корабли прошли мимо, развернулись, обойдя Солнце, и отбыли восвояси. В чем причина? Проведенное следствие установило, что один из технологических сотрудников, обслуживающих канал связи, перепутал носители с записями, и вместо рассказа о древних цивилизациях Месопотамии случайно поставил на трансляцию запись концерта Верки Сердючки. Нерадивый сотрудник был расстрелян, но это уже не могло ничего исправить. Корабль улетел, и связь больше никогда не восстанавливалась. Но нет худа без добра. Одним из политиков была предложена доктрина наступательной войны против инопланетян. Атаковать их земными музыкальными произведениями. Сразу отступят и репарации выплатят. Дело осталось за малым – построить такие корабли, чтобы могли добраться до планеты пришельцев. А там уж никуда им не деться. Слабое их место нам известно. Если тебе нравятся истории, что я нахожу, либо мой голос, не забудь поставить лайк и подписаться. Но в случае, если хочешь смотреть новое видео первым, не забудь про колокольчик. Всем удачи и пока-пока.